Федор Михайлович Достоевский стоял на краю пропасти. В начале октября 1866 года он оказался в критической ситуации, которая угрожала не только его финансовому состоянию, но и его репутации и самой жизни как писателя. Его преследовали долги, отчасти вызванные страстью к рулетке, которая уже несколько лет разрушала его жизнь. Погруженный в атмосферу казино и азартных игр, Достоевский был настолько одержим рулеткой, что его финансовые проблемы лишь усугублялись. Игры довели его до того, что он вынужден был заключить крайне невыгодный контракт с издателем Стелловским. Согласно условиям, если Достоевский не сдаст новый роман до 1 ноября, издатель получит права на все его произведения, включая уже опубликованные. Казалось, что все уже потеряно. Времени оставалось меньше месяца, идеи для книги не было, а сам Достоевский был погружен в личную трагедию, свою болезненную зависимость от азартных игр. Именно эта бездна азартных страстей и дала ему единственный шанс на спасение – написать роман об игромании. Но хватит ли ему времени? Каждый день приближал его к краху. Достоевский лихорадочно искал решения. Его долг перед Стелловским не оставлял пространства для ошибок. Опоздание со сдачей означало потерю всех прав на его прежние произведения, в том числе и на «Преступление и наказание», которое только что принесло ему успех. В его жизни все еще играла роль та самая страсть, что разоряла его – рулетка. Писатель проигрывал все, что зарабатывал. И это превратилось в круговорот отчаяния, который казался бесконечным. Именно в этот момент ему предложили нанять стенографистку, чтобы ускорить процесс работы. В кабинет вошла Анна Сниткина, молодая девушка, полный контраст к мрачному и разочарованному Достоевскому. Он понимал, это произведение станет его последним шансом. Надежда на избавление от долгов и спасение своей карьеры висела на волоске. Впереди 26 дней, в которые нужно успеть невозможное. Работа началась с невероятной интенсивностью. Достоевский диктовал роман по 12-14 часов в день, выплескивая на страницы свой опыт и своих личных демонов. Она записывала каждое его слово, поразительно четко понимая ритм и динамику диктовки. В промежутках между встречами с ней писатель размышлял о своем герое, Алексее Ивановиче, который так сильно был похож на него самого. Алексей с головой погружен в азартные игры, одержим желанием выиграть, но, как и сам Достоевский, постоянно терпит крах. Чем больше писатель углублялся в историю, тем больше ощущал, что пишет не просто роман, а собственную исповедь. Однако время неумолимо текло. Каждая глава, каждая сцена давались с трудом. Несмотря на яростную работу, Достоевский ощущал внутренний страх не успеть, провалить все. Темперамент писателя часто выливался в глубокие эмоциональные срывы. Ему снились кошмары о том, как его жизнь рушится вместе с этим романом. Каждый день диктовки превращался в борьбу с собой, своими страхами и страстью. Анна становилась для него не только стенографисткой, но и моральной поддержкой. Она видела, как писатель мучается, и сделала все, чтобы вдохновить его продолжать. Срок сдачи приближался. За день до его истечения роман был почти завершен, но нервное напряжение достигло своего предела. Достоевский, измотанный и истощенный, не был уверен, что успеет закончить. Ночь перед сдачей была наполнена сомнениями и страхами. На кону была не только рукопись, но и будущее. Однако на следующий день последняя глава была завершена, рукопись переплетена, и за считанные часы до истечения срока Достоевский передал готовый роман издателю. Когда он стоял на пороге издательства, у него наконец-то появились те чувства, которые так долго были подавлены – облегчение и радость. Роман был закончен, угроза провала миновала. Анна Сниткина, которая стала свидетелем его борьбы, теперь не просто стенографистка, она была рядом с ним как самый верный друг. Когда работа над романом была завершена, Достоевский, понимая, насколько он близок к Анне, решился на смелый шаг.
Однажды, во время их прогулки, он неожиданно предложил ей сыграть в игру, описанную в его повести «Белые ночи». Если бы он попросил ее руки, каким был бы ее ответ? Анна, ошеломленная этим предложением, ответила, что если бы она любила человека, то согласилась бы. С того момента, как они стали мужем и женой, Достоевскому и Анне предстояло пройти через многое. Финансовые трудности, болезнь Достоевского, потеря детей, испытания, которые могли бы разрушить кого угодно, но только не их союз. Анна всегда оставалась его опорой, тихой, но сильной, оберегая его от внешних забот и помогая ему создавать новые шедевры. Вот так, преодолев трудности и давление невыгодного контракта, Достоевский не только вернул свои права на романы, но и обрел свободу как писатель. Однако самым бесценным приобретением стала Анна, ставшая ему женой, поддержкой и музой, с которой начался новый этап его жизни –